Давайте рассмотрим замыкание в JavaScript. У нас есть фабричная функция createCounter. Внутри происходит инициализация переменной count, и в результате createCounter возвращает новую функцию, которая инкрементирует переменную count и возвращает ее значение. Когда эта функция создается, она получает скрытую ссылку на свое лексическое окружение. Лексическое окружение может быть внутренним и может быть внешним. В данном случае у нее есть внешнее лексическое окружение, это переменная count. Если эта функция продолжает существовать после завершения внешней функции, лексическое окружение не уничтожается. То есть переменная count идет паровозиком к вот этой созданной функции. По сути, это и есть механизм замыкания. То есть замыкание– это способность функции сохранять доступ к переменным своего лексического окружения даже после завершения внешней функции. Когда мы вызываем функцию createCounter, она отрабатывает и возвращает новую функцию. Мы ее записываем в переменную, и она продолжает жить дальше. А следовательно, и ее лексическое окружение, то есть переменная count, она тоже продолжает существовать, и функция может к ней обращаться. При этом извне к этой переменной count достучаться невозможно. И у каждой такой созданной функции будет своя собственная переменная count. То есть, если мы создадим несколько каунтеров, counter и counter2, то у них у каждого будет своя переменная count. Например, если мы будем вызывать только counter, то значение count внутри counter будет инкрементироваться, при этом значение count внутри counter2 будет оставаться равным нулю. Мы можем запустить в режиме debug этот код и посмотреть, как выглядит замыкание. Мы здесь видим, что у нас есть функция counter и функция counter2. Если мы раскроем функцию counter, у нее здесь есть scopes. В коде мы никак не можем получить к нему доступ, но в режиме debug мы видим, что здесь есть замыкание на createCounter. И видим, что значение count сейчас 2, потому что третий раз оно еще не выполнилось. В это же время у counter2 значение будет 0. Можем в этом убедиться. То есть замыкание– это фундаментальный механизм для реализации приватности полей, создания фабричных функций и управления состоянием в функциональном стиле. Также лексическим окружением, которое будет сохранено, являются и переменные, которые передаются в фабричную функцию. То есть в данном случае мы передаем переменную greeting, и она также будет сохранена внутри созданной функции. Таким образом, мы передаем сюда hello, а потом вызываем новую функцию, передавая сюда второе значение Bob, и внутри произойдет конкатенация строк, и будет выведено hello Bob. Фабричная функция не обязательно должна возвращать именно функцию. Она может вернуть, например, объект, у которого будут методы. В данном случае депозит и getBalance. При этом здесь также передается начальный баланс переменная, и она также будет участвовать в качестве лексического окружения. Создаем аккаунт, передаем сюда значение 100. Дальше при помощи функции депозит добавляем 50, потом добавляем еще 50 и отнимаем 50. А дальше вызываем метод getBalance, и у нас на консоль выведет баланс 150. При этом, если мы попытаемся напрямую обратиться к переменной balance у нашего объекта, то значение будет undefined. Ну и еще фабричная функция может возвращать массив функций. В данном случае у нас есть функция, которая просто логирует, функция, которая выводит на консоль ошибки и при этом увеличивает счетчик ошибок. И есть функция, которая выводит общее число возникших ошибок, то есть обращается к переменной error count. Дальше мы возвращаем список этих функций. По такому принципу, например, работают хуки в React. Дальше мы вызываем эту функцию createLogger, передаем сюда название какое-то. Здесь мы делаем деструктуризацию этого списка, то есть достаем у него все эти три функции и называем их своими именами. И дальше мы делаем какое-то логирование, логируем пару ошибок и выводим ошибки на консоль. Давайте этот код с вами запустим. У нас отработали предыдущие примеры, ну и из последнего примера мы логируем просто информацию, дальше логируем две ошибки и дальше получаем количество ошибок, то есть их было две. На этом, в принципе, все. Спасибо за просмотр.